Ну, мой дед очень известный русский скульптор, в свое время председатель общества русских скульпторов, количеством больших вещей в Третьяковке, и в Русском музее, и памятников много в России его. Моя мама тоже скульптор, значит, ученица моего дедушки. Отец, он больше всего в жизни занимался деревянной гравюрой, оформлением, ну, я думаю, что почти весь, почти весь, я думаю, русский, который издан в СССР, Тургенев, он весь всегда был с его иллюстрациями. Брат был тоже художник, жена искусствовед, которая работала всю жизнь в Третьяковской галерее, специалист в области русской скульптуры. Внучка палеонтолога, уже не художник. Ну, когда ты слышишь какие-то рассказы людей разных специальностей, о разных работах, ну вот мне очень нравилось, как Марков рассказывал о нейтрино, мне нравилась физика, и Любовь Ефремовна, его жена, она была человек очень такой тоже яркий очень человек, создатель вот лаборатории, ученица Векслера. То есть Марков гостил у вас, да? Ну, они товарищи с моим отцом, они учились вместе в школе. И он повлиял на ваш выбор, наверное? Ну, наверное. Что физика все-таки дело интересное. Когда вот мне Марков предложил вот этим заняться, я, конечно, я помню, что это что-то типа полгода я думал, так сказать, решая для себя такую задачу. Есть ли возможность вообще в такой стране и в этих условиях, значит, вот такой крупный масштаб такого класса вообще осуществить? Ну, пришел к положительному результату и, значит, вот за это дело взялся. Это я помню, да. А чтобы я себе представлял, чем это кончится и какие мы детекторы будем делать через 40 лет или там через 30, то, что, вообще говоря, кубический километр детектор, ну, такого масштаба, вполне как реальная вещь, ну, то есть как некая задача, он, в общем, стоял, так сказать, всегда, но насколько это было серьезно, это становилось, ну, по мере жизни становилось понятно, что это вообще, ну, потому что не было опыта вообще, что такое глубоководный эксперимент. В Маркове было удивительное вот это умение стратегического такого мышления. Вот задача правильно поставленная. И Байкал, ну, в общем, вполне приемлемое место. Оно обладает для нас, для России, огромными преимуществами. Вот этот лед, который решил проблему вот всего этого безумно сложного работы в открытом океане. Пресная вода. И Байкал – хорошее место для этой науки. Хорошее место, и там он может развиваться долго. И это очень долгосрочная задача. Сейчас сложилось такой вот хороший, достаточно вот этот общий коллектив байкальской коллаборации. Вот он с сочетанием ИЯИ, ОИЯИ, оно очень, так сказать, какой-то дало такой вот сейчас хороший импульс этому движению. Вот этот темп, который в этом году удалось реализовать, вот эти два кластера в год, не в год, а вот в экспедицию, видно, что это вещь, так сказать, возможная. Хотя таких замечательных годов, как этот год, с точки зрения льда, я не знаю, очень, конечно, удачный год такие, наверное, такие очень редко встречаются. Ну вот таким темпом можно вполне, так сказать, я вижу, что детектор до уровня там 0,4, 0,5 кубического километра по эффективному объему, он как-то совершенно предсказуем и осязаем, а это объем уже совершенно рабочий, так сказать, вот. Ну, надо
чтобы работа удовольствие доставляла. Вот. Это, конечно, очевидное дело. Если для тебя это хомут, который ты, так сказать, там от понедельника до пятницы, то так вообще этим делом не надо заниматься. В этих условиях ничего интересного, так сказать, не получится. А если вот ты находишь какую-то задачу, какое-то направление, которое область, которая способна доставлять удовольствие, где тебе что-то становится любопытно, и ты хочешь, тебе интересно, что там получится, тогда все будет нормально, тогда будет хорошо и тебе, и твоим окружающим. Ну, в общем, это будет жизнь. А, так сказать, вот это надо. На самом деле люди, которые приходили в лабораторию, кто помоложе, там, и молодые, и взрослые, у кого вот этого удовольствия от этого не получал, и кому это было неинтересно, тот и уходил. Ну и вот мирно уходил, мы мирно прощались. Ну, приходили какие-то новые, оставались те, которые, так сказать, ну, кому это интересно. Я надеюсь, они будут продолжать ее делать там уже со мной, без меня. Потому что задача правильно поставленная. Но если уж взялся такие вещи, это уж до конца. Тут, как говорится, такие вещи либо берешься и делаешь, либо не берешься и не делаешь. Если ты в жизни сумел природе задать какие-то вопросы и получить какие-то ответы, то это ты сделал то, что тебе и положено. Вот мы зададим прибор, который даст возможность задать природе какие-то вопросы. А уж какие там будут ответы, это, как говорится, какие будут, такие будут. Важно, что природе будет задан вопрос. И природа вынуждена будет, хошь не хошь, на этот вопрос ответить. Вот это, так сказать, вот это, собственно, задача экспериментатора. Ну, а уж как мы будем осмысливать эти результаты и к чему это приведет, поживем, увидим. Мне это не важно.